Здравствуйте, меня зовут Сусанна Зарайская. Наверное, самой сложной эмоцией, которая у меня есть с языками, является с русским языком. Это мой родной язык. Но я родилась в бывшем Советском Союзе, приехала в Соединенных Штатах, когда я была очень маленькая. По-английски меня зовут Heritage Speaker, потому что я почти не учила русский язык в школе. И мама мне учила русский язык дома, но с учебниками, когда была маленькая, вот учебник. Но я не выросла среди русской общины. То есть я знаю, что вот в Брайтон-Биче, в Нью-Йорке, там русский язык слышен на улице. Я русский язык никогда не слышала на улице, где я живу, в Калифорнии. Мои соседи из Индии, из Тайваня, из Кореи. А когда я была маленькая, мы с сестрой ходили в русский кружок, где мы там пели какие-то русские песни, ставили маленькие пьесы, читали стихотворения. Когда я была старше, я хотела учить русский язык, и я брала урок русского языка в колледже. И мне было очень-очень скучно, потому что, к сожалению, мы только учили грамматику в книге, но музыку никогда не слушали там на уроках, кинофильмы никогда не смотрели. Так что мне кажется, что я очень мало что там выучила. Среди друзей моих родителей я очень часто просто стеснялась говорить по-русски, потому что там взрослые напоминали нас, что вот мы, как дети в Америке, мы не такие культурные, как дети в России, что мы не знаем никакие классики, мы не знаем классиков русской литературы, а они в нашем возрасте там читали стихотворения Анны Ахматовой, поизусть знали главы Евгения Онегина, а мы, естественно, это ничего не знали. Так что я просто как-то стеснялась говорить по-русски, потому что я не хотела всегда слушать все вот эти комментарии о моего неграмотности и некультурности. Вот. А потом я сама читала классики русской литературы, по-английски. И Евгения Онегина я только знаю из оперы, то есть я знаю «Куда, куда, куда вы удалились?». Но Евгения Онегина я никогда не читала на русском языке. То, что мне как-то изменило моего отношения с русским языком, это была музыка. Мои родители устраивали такие музыкальные вечера дома, и они приглашали их друг, который играл русские романсы и там, цыганские песни. Он пел на русском языке, и русские романсы. Он пел на русском языке, на украинском, на белорусском языке. И я ощущала, когда он пел, вот эта душевность, которая отсутствовала в разговорах среди советских иммигрантов в Соединенных Штатах. И мне очень понравился русский язык, когда я это слушала в музыке. Так что я сама себе покупала кассеты, диски, и я слушала русские песни. Мне никто это не заставил делать. И для меня музыка это не только способ, чтобы учить язык, но это тоже просто нам дает удовольствие, когда мы учим языки, и это очень важно. А потом у меня тоже изменилось мое отношение с русским языком, когда я сама ехала по бывшему Советскому Союзу, и я просто видела, как мне помогло знание русского языка, чтобы общаться с людьми. Я когда была в Армении, как наблюдатель на выборы, мне послали в далекое село, и был снегопад, дороги замело, мы ехали на старых «Жигулях», было очень холодно. И мы приехали в такую деревню, которая называется Лермонтово. И там живут старые веры. Это старые веры, это те, которые Екатерина Великая выгнала из России из-за религиозных причин. И в этом деревне дома были в пастельных цветов, как в России. У женщины были косы, у мужчин были длинные бороды. И я просто чувствовала, что я попала в какую-то деревню 300-летней давности. Это был какой-то другой мир для меня. И когда считали избирательные бюллетени в библиотеке, тоже было ночью, было очень холодно, мы там были до полуночи. И там в библиотеке было интересно, там были и армянские, и русские книги. И там были портреты Достоевского и других русских писателей. И я просто была так довольна, несмотря на то, что было так холодно, у меня было такое теплое чувство, что я общалась с этими людьми не через переводчика. И они
хотели мне приятно сделать, и они мне читали русские стихи наизусть во время перерыва. Так что у меня не было бы такого общения с ними, если я не владела русский язык. Я еще была в других странах бывшего Советского Союза, кроме России и Армении. Я была в Азербайджане, я была в Средней Азии, в Казахстане, в Киргизии, в Таджикистане. И была я тоже на Украине, я там еще работала. А в Прибалтике я была в Эстонии, в Латвии и в Литве. И то, что интересно, что несмотря на то, что я еще говорю с ошибками по-русски, я нигде не чувствовала такого унижения, как я чувствовала среди друзей моих родителей, когда я была маленькая в Соединенных Штатах. То есть я себя чувствовала свободно, говоря на русском языке, несмотря на то, что я говорю с ошибками. И на основе того, что я только что сказала, я просто хочу дать какие-то советы. Во-первых, если у вас есть любые отрицательные эмоции с любым языком, вы попробуйте изменить ваши отношения с этим языком. Не бойтесь поехать в странах, где люди говорят на этом языке. Это может очень вам помочь, что вы бы говорили на этом языке без каких-то проблем. Во-вторых, мне просто очень жалко, когда я бываю в странах бывшего Советского Союза, кроме России, естественно, где молодежь не учит русский язык. И не надо путать язык с политикой. Я понимаю, почему есть ненависть к бывшему Советскому Союзу. Я хорошо знаю эту историю. Но это же все в прошлом. И языки нам обогащают нашу жизнь. Например, когда Индия получила независимость от Великой Британии, несмотря на то, что, может, они ненавидели Англию и англичан из-за колонизации, которая была в Индии, но индусы не перестали учить английский язык. И их незнание английского языка является одной из причин их развития в технике и в экономике. Так что, пожалуйста, не путайте язык с политикой. Я сейчас буду говорить на других языках. Я буду говорить по-французски, по-испански, по-итальянски, по-португальскому. И я буду говорить на тех языках, чтобы показать, как я иначе мечтаю на этих языках, как они мне обогатили мою жизнь. И я хочу, чтобы больше людей учили языки. Спасибо, до свидания.